Друзья, какой домина огроменный. А вот фотографии, к сожалению, оставили, по всей видимости, хозяева. Это, я так понял, одна девушка. Очень интересно, смотрите. Заготовка для лаптей. Даже не одна, их тут много. Привет, друзья! Это канал Железный Клад. С вами, как всегда, Владимир. И мы добрались с вами до крайней точки в Доровском районе, которую я хотел посетить. Это деревня Уползинская. Посмотрите, какой домик интересный стоит. Вот этот видно, что уже немножко подразобран. Такой домичек. Но вот этот вот еще целый. Вообще, конечно, деревни эти были, я уже, наверное, рассказывал в прошлых видео. Все они были основаны переселенцами с южных районов Кировской области. Это когда не хватало там уже земель для сельского хозяйства. Их отправляли сюда, в эти районы, вот, в частности Доровской. И, соответственно, они здесь уже возделывали новые земли, обустраивали свой быт. Ну вот домик довольно так и крупненький получается. На 4 окна. Тоже поставлен правильно. Конечно, при Советском Союзе эти дома, эти деревни еще существовали. Но как только пропали фермы, пропали рабочие места, все это заброшено стало и никому не нужно. Ух. О, друзья, какой домина огроменный. Тут прямо разгуляй. Домина, конечно, огроменный вообще. Нереально. Посмотрите, какие бревна стояли на опорах. Это вообще тут столетняя сосна. Такая же вот сверху в виде балки, конечно, такая. Никогда не сгниет и не проломится. Посуда советская, ЗИК. Аргументы и факты. 92-й год. Тут видно, что кто-то устраивал себе небольшую поляну. О, офигеть! Посмотрите, хлев в полный рост. В полный рост стою. Из сороковки сделано. Так все по-доброму. Никакой самодеятельности из досочек 10-сантиметровых, 10-миллиметровых точнее. Дома так дома. Шикарные. Я так понимаю, здесь сеновал был. Да, еще даже сено осталось и вилы лежат. О! Переноска для сена. Вот у нас такие вот плели изывы. Смотрите, как было сделано. Одна большая дверь для входа, ворота большие, и еще одна была типа в огород выхода. Кадочки.
Какое-то бревнышко сюда забросили. Хороший колодец, даже колодец еще не обвалился. Держится. Можно даже водичку посмотреть, есть или нет. Вода-то совсем близко. Полметра от колодца. Да. Удочки спрятаны, поставлены. Длинные, большие. Да. Ну, из самого дома, конечно, отсюда выезжали. Ничего уже толком не осталось. Все вещи основные забрали. А вот фотографии, к сожалению, оставили, по всей видимости, хозяева. Это, я так понял, одна девушка. И это тоже. Да. Жить, конечно, здесь было, наверное, очень тяжело. Всякие крыночки. Корчага небольшая. Без дырки. Да, это, можно сказать, кастрюля. Курочку вот в такую кастрюльку положат. Водичкой зальют, овощей побросают и в печку. Часа на 4-5. Потом достают уже практически тушеночка. Палки лыжные. Бамбуковые. Раритет нынче. Такие палочки-то. Конечно, уже все расколотые. Но все равно. Домина, конечно, вообще огроменный. А полы немножко спилили. Печка глинобитная стояла. Значит, старая очень. Диван. Да, тут уже практически ничего тоже не осталось. Какие-то открытки. Давайте немножко их посмотрим. 1966 год. Да. Уважаемая Людмила Владимировна, поздравляю вас с Международным женским днем 8 марта. Да. Интересный стол. Тоже самодельный. Огроменный домина. Ух ты! Давно я не видал. Спуск в подклеть. Редко такие попадаются. Ну, в подклете, кстати, немного места. Печка еще долго будет стоять на таких бабках. Долго такой дом простоит. Я так понимаю, тут и сухо. Посмотрите, земля даже сухая. Очень интересно.
Сейчас сходим с вами на чердак. О, посмотрите, кольцо для зыбки. Для люльки. Дом построен в лучших традициях. Все как положено. Огромная изба. Глинобитная печка. Вход с заваленкой. Так. А как нам попасть? А, вот есть лесенка на чердак. Это очень хорошо. Думал, остались мы без лестницы, и опять придется ползти. Надеюсь, ничего не обрушится. Посмотрите, друзья, сколько же тут вещей, быта. Лукошко глубиное сделанное. Очень интересно, смотрите. Заготовка для лаптей. Даже не одна, их тут много. Да, тут много заготовок для лаптей. Выпечки, посмотрите, для хлеба лежат. Первый раз мне, кстати, заготовка попалась. Ой. Да, смотрите, и прялочка есть. Даже еще с льном. Вот лен обработанный, из него уже тянули нить. Тут много всего вообще. Это, по-моему, перекладина от ткацкого станка. Мотовила цельная. Я вот находил такое уже где-то в Кобре, по-моему. Там оно было немного ломаное. Ну, здесь вот тоже усик один обломан. А так, посмотрите, целое. Все работает, все крутится, все вертится. Тут бурак еще лежит. Даже с крышечкой. Красота. Такая вот прелесть. Куча советской литературы. Друзья, как жаль. Это, я так понял, фотографии хозяев. Угу. Да. А это нарисовано. Я так понял, что ли? Это сколько же ей лет? Или это не нарисовано? Или это так фотографии делали? Подскажите, пожалуйста, если знаете. Очень интересно. Ух ты! Какое-то интересное приспособление. Я так понял. А что это, интересно? Она складывалась. Нет, не складывалась. Так и есть. На одной станине. Распалась только немножко. Очень на кроватку детскую похоже. Возможно, она и есть. Сухарница. И соснового корня. Такие плели. Прялочка механическая. Без колеса жалко. Ну ничего. Такие уже попадались. И в этом районе попадались очень часто. Очень их тут много. Прямо. Смотрите, игра советский хоккей.
Это все запчасти. Какая-то часть от ткацкого станка. Какая-то часть мотовила вот это вот, по-моему. Да, это мотовила, сделанная для перемотки нитей. Какое большое, видимо, для хранения зерна. Советский волчок, Юла. Еще, наверное, рабочий. Да, конечно. О, челнок. Ох, 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 ох. Сколько тут всего. Еще одна сухарница. О, посмотрите, какой нож. Челноки лежат. Много литературы. Еще одна прялочка. Механическая. Да, красота. Ого. Точно, глиняный горшок. Это уже советский. Да, да, советский. Тюрики для намотки нитей. Станок разобранный, ткацкий. Ну и запчасти к нему, соответственно. Навой. Тоже, посмотрите, сделан из цельного куска древесины. Все это вытесано. Это, я так понял, шкуры. Сундук. Какой-то интересный. С росписью, но, к сожалению, уже ничего толком не разобрать даже, что здесь нарисовано. Ну, наш, да, наш вятский. Много всего. Мужской инструмент. Это что? А, это ножны были сделаны деревянные для ножа. Какое-то приспособление интересное. Так, ладно, друзья, буду я спускаться. Много здесь тоже всего интересного из русского быта. Может быть, где-то что-то и пропустил. Если что-то увидите на видео, обязательно пишите в комментариях. Знаете, иногда приходишь в какую-то деревню, и там все дома такие темные. Так ходишь, так тоскливо бывает. А вот сюда вот я пришел, как будто к себе домой. Тут так светло, так уютно. Пускай даже все заросло. Но домики такие вроде опрятные, хорошие, интересные. Деревенька эта небольшая совсем была. Что-то в районе 6-8 домов. В лучшем случае 2, может быть 3 дома еще живых остались. Да, тут весь домик уже завалило. Все обрушилось. И на чердак, наверное, не попасть. Очень жаль. Там вон такая дыра огромная.
Обвалился весь двор. Еще колодца не вижу. Куда-то он делся. Может быть, засыпало. Тут, я так понял, хлев был. Да, сам дом уже тоже тут видавший виды. Разобранный телевизор. Да. Что-то. Ага. Полы тут выпиливали. О, нет, на чердак мы попадем с вами. Стулья. Ничего особо интересного. Да, в доме тоже уже полы забрали. Видимо, окна для этого и вынесли, чтобы полы достать. Причем забрали-то не больно давно. Ну, это и понятно. Хорошо, хоть это забирают. Какое-то интересное изделие. Что это такое? Как будто рамка под фотографией. Очень похоже. Жаль, конечно, расколотая, но... Пойдемте с вами заберемся на чердак. Посмотрим. Может быть, там что-то интересное тоже осталось. Угу. Да. Есть. Сейчас начнем по порядку, а в самом конце я вам покажу. О, смотрите-ка. Это у нас скальна. Ну да, здесь, конечно же, занимались изготовлением тканей. Ткацкий станок стоит разобранный. Какая-то деревяшечка интересная вытесана. О! Русло. Русло. Вроде бы ничего такого, но, блин, они так редко попадаются. Это вот специально для корчак, чтобы можно было сусло сливать после варки солода. Наверное, неправильно говорить вот для варки пива, потому что солод варили не только для пива. Вот тут интересно, друзья. Тут цельный в сборе ткацкий станок стоит. Тут какие-то тряпочки, конечно, понавешаны. Сдвинем их немножечко. Очень интересный. Вот с такими выемками ткацкие станки я не видал. Не знаю, для чего они. Возможно, что здесь типа лавки было, наверное. Тогда, получается, это было примерно вот так. Да, наверное, так и было. Сюда садились, типа лавочки, чтобы не использовать никакие стулья. Очень аккуратно сделан. Красиво. Главное, цельный. Тоже из цельного куска древесины навой сделан. На него наматывали нитки. Потом, получается, пропускали. Здесь вот были подвесы для нитней. Соответственно, как бы
для того, чтобы делать перекрестие на нитке. Сюда вешался навой такой вот. И, соответственно, в навой вставлялось бердо. Через бердо проходила нитка, и с помощью бердо уже шло уплотнение нити после того, как, соответственно, изготовят ткань. Да, тоже резное есть одно бердо резное. Конечно, не особо притязательная резьба, но все равно это надо было потратить время на это, чтобы для своей хозяюшки вырезать такие вот солнышки. Хоть и простенькие, но все же резали. Значит, любили. Хвастались этим даже, когда собирались. Девушки, когда собирались все вместе, хвастались, что вырезан, что муж вырезал набилки. Или, скажем, эту же прялку сделал резную. Все это было гордостью. Так, друзья, пойду я в следующий дом. Здесь тоже не особо много всего. Что-то иду, сразу не заметил. Оказывается, баня-то по-черному стоит. Труба деревянная выходит. Что-то больно она велика для бани по-черному-то. Паучок, извини. Да. Что-то она больно здорова. Такие пологи сделаны огромные. Просела банька-то, конечно, просела немножко. Но вот за счет того, что ее вставили, я так понял, на камни, на булыжники, нижний венец не подгнил. А, нет, на бабках стоит. На деревянных. Да. На деревянных бабках стоит. Удивительно. Удивительно вообще, что не сгнило ничего. Вот нижний венец делали подкат обычно. Ну, здесь вот, я так понял, он березовый был. Ну да, обычно березу или осину вот делали специально. И их меняли очень часто, эти подкаты. Как бы его подкладывают, один сгнивает, его убирают, новый подкладывают, землей засыпают, и все. И как бы, соответственно, уже верхний венец не гниет. Или гниет, но не с такой бешеной скоростью, как вот у обычной бани. Бывает, что там за 5 лет 2-3 нижних венца уже все дырявые насквозь. Все бани тут по-черному. Вот вторая банька там вот стоит у этого дома. И она тоже по-черному. Тоже деревянная труба сделана. Выход. Очень интересно. Конкретно болотина. Да что ты? Блять, ноги бы не переломать. Как-то интересно дом сделан. Почему его не поставили там вот на горе, как бы где основная деревня? Довольно много места. Можно выставлять дома сколько хочешь, а этот поставили в низине, где-то в каком-то болоте. Я иду, вообще все тут затоплено. Давайте, друзья, зайдем в этот домик. Он у нас на сегодня, скорее всего, последний.
в моем путешествии. Но путешествие у меня на этом не заканчивается. Да, домик этот уже весь сгнил, как вы можете видеть. Ничего в нем не осталось практически. Одна крыша стоит, даже стены вон все шатаются. О, какая игрушечка интересная. А куколке, видимо, плохо стало. В чем-то она в плесени в какой-то или что ли. Почернела вся, бедненькая. Да. Мария Прилежаева, маняша. Что это такое? О, все. Вся книжка уже попортилась. Жаль. О, тут много литературы-то было. Да, печалька. Ну, ничего не поделать. Дома сгнивают. Люди из них уезжают. О, а здесь, посмотрите, все еще целенькое. Даже есть на что посмотреть. В частности, очень необычный Жорнов. Потому что Жорнов этот, я так понял, с мельницы. Для промолки зерна такой использовали. Но он сделан как ручной. Как-то очень интересно. Сделан квадрат под дерево, под штырь. Я так понял, чтобы делать заточку ножей. Но потом его переделали, сделали к нему железный обод, приварили ручку, и получился Жорнов. Ох ты, тяжеленький. Да. Ну что ж, друзья, сейчас я отправляюсь на берег реки, подготовлю себе место для стоянки, сделаю себе шашлычок, порыбачу на спиннинг. Дров на ночь напилили. Ну что, друзья, я устраиваюсь на ночевку потихонечку. Место буду тут вот себе сейчас оборудовать. На самом берегу реки. Сейчас сделаю подход себе к воде. Тут вот тоже неплохое такое местечко. Можно спиннингом помахать. Видно, что и течение где-то, и бровки есть. Ну и разожгу костерок и приготовлю себе еду.
это уже последнее. Щукарик. Килограммчик 1,5. Хорош. Вот это уже что-то похоже на рыбалочку. Еще одна. Куда ты уперлась-то? Это помельче. Ну, полкилошечка. Хорошая. Хорош.
Короче, поймал 4-ю щуку. А камера выключилась. Неплохой экземплярчик. Болтается у нас тут. Вот такой вот. Думаю, на сегодня нам достаточно рыбы. Ну что, друзья, утром я порыбачил. Солнышко у нас уже встает. Костер у меня прогорел. Ну, рыбалка, так сказать, немножко удалась. И щучка неплохая вот эта. Ну, эти поменьше, наверное, по килограммчику. Это грамм 700. А это, наверное, кило 200, кило 300. Где-то так. Ну и парочка окушочков таких неплохих. Все, сейчас я собираюсь. И мы едем с вами в какую-нибудь заброшенную деревню. Там погуляем и будем отправляться домой.